Мы привыкли думать о воде как о чем-то простом, как о веществе, которое утоляет жажду, наполняет клетки и течет по венам рек и тел. Но что, если вода – это не просто носитель жизни, а носитель памяти? Причем не метафорически, а буквально. В одной из лабораторий в Америке, предположительно в районе Кремниевой долины, ученые проводили серию необычных экспериментов. В обычную каплю воды закачивали информацию. Сначала тексты, потом изображения, потом аудио, и в какой-то момент вода перестала проявлять границы. Информация продолжала поступать, но при этом не переливалась через край, не разрушала структуру. Она будто уходила в некое поле. Туда, где приборы уже ничего не фиксируют, но где все еще что-то помнит. И это дало повод задуматься, а что если вода – это не только жидкость, а тонкий переходник к памяти Вселенной? Мы знаем о воде меньше, чем на 1%, но, возможно, именно там, в этих 99 неизвестных, и спрятан ответ на то, почему каждая наша мысль может менять мир. Сегодня мы подойдем ближе к этой тайне и выясним, что на самом деле могут помнить структура воды, частоты ДНК и волны, исходящие от живого сознания. Когда ДНК удаляли из лазерной камеры, происходило нечто странное. Фотоны, световые частицы, продолжали выстраиваться так, будто ДНК все еще была внутри. Это назвали эффектом фантома ДНК. Он будто оставлял после себя след, невидимый, но ощутимый. Как запах после ухода человека. Как вибрация, которая все еще звучит, хотя источник уже умолк. Ученые Папонин и Горяев пришли к выводу: информация может оставаться в пространстве даже после исчезновения физического носителя. Это означало одно – существует волновая память, не зависящая от материи. И эта память не просто существует, она взаимодействует. Волновая генетика, которую развивал Горяев, утверждает: ДНК может передавать данные не только через молекулы, но и через электромагнитные импульсы, словно радиостанция, вещающая с частоты тела. Эксперименты показали, под действием этих волн клетки меняли поведение, ткани начинали регенерировать, а в некоторых случаях информация буквально передавалась на расстоянии. Значит, наше тело – это не просто химия, это волновой код, связанный с тем, что мы называем сознанием, и, возможно, даже с тем, что мы называем душой. Иногда достаточно упомянуть слова вроде «волновая генетика» или «память воды», и в ответ сразу появляется скептическая улыбка. Словно это из разряда странных увлечений, не заслуживающих внимания. Словно все, что не подтверждено академическим штампом, автоматически теряет право быть. Но ведь не так давно и электричество казалось мистикой, а мысль о том, что звук можно запечатлеть и воспроизвести, чистым безумием. Скепсис – это не слабость, это защита от фальши, но иногда он становится броней, которая не пускает даже свет. Интересно, как многие люди, отрицающие эзотерику, утром все равно произносят аффирмации, верят в энергию денег, строят визуализации будущего и говорят о высокой чистоте мышления. Они просто называют это иначе, на языке, который не пугает коллег и родственников. И получается, что суть осталась, а вот форма сменилась. Есть такие темы, где граница между наукой и мистикой – это не линия, это момент. Момент, когда нечто пока еще не объяснено, но уже работает. Когда данные есть, а интерпретации еще нет. Можно отвернуться, а можно просто позволить себе вслушаться, без фанатизма и без страха, потому что однажды окажется, то, что называли чем-то странным, всегда было частью картины. Просто она была слишком большой, чтобы разглядеть ее сразу. Вода – это не просто жидкость. Это самая подвижная, восприимчивая и загадочная структура на планете. В каждой капле миллиарды молекул. И эти молекулы не хаотичны. Они формируют временные объединения, кластеры.
микроструктуры, которые могут распадаться и перестраиваться за доли секунды. Именно эти кластеры, по наблюдениям ученых, воспринимают, реагируют и запоминают. В разных странах были зафиксированы случаи, когда одна и та же вода в разных комнатах, даже при одинаковой температуре и условиях, принимала разную структуру, лишь потому, что в одной комнате играла спокойная музыка, а в другой был хаос, раздражение, спор. Это сложно измерить, но легко почувствовать. Вода, как чувствительное зеркало, она настраивается, она откликается, и она сохраняет. Ученые десятилетиями пытаются объяснить, почему один и тот же образец воды может вести себя по-разному, в зависимости от того, в какой он среде и кто на него смотрит. Некоторые кластеры формируют упорядоченные гексагональные решетки, другие – хаос. Но вот что важно – эта решетчатая структура меняется не только под внешним воздействием, но и после него. Как будто что-то сохраняется, что-то остается в памяти воды. В 2008 году группа независимых исследователей провела странный, но наглядный тест. Им предлагалось просто направить внимание на запечатанный сосуд с водой, без слов, без прикосновений, без физического контакта. Только внутреннее состояние, доброжелательность, спокойствие, благодарность. Спустя сутки капли воды были заморожены и рассмотрены под микроскопом. Те, к которым направляли внимание, образовали кристаллы с почти совершенной симметрией, а те, которые игнорировали, были угловатыми, разрушенными, как будто одинокими. Это неофициальный, спорный, но очень яркий пример. Не как доказательство, а как намек. Этот эксперимент неофициальный. Он не был опубликован в академических журналах, не получил одобрения научного сообщества. Но он очень наглядный, потому что когда человек просто направлял свое внимание, состояние кристаллов воды менялось. И пусть кто-то назовет это недостаточной доказательной базой, это не отменяет самого эффекта, который можно увидеть. Не как абстракцию, а как намек, может быть, подсказку. Парадокс в том, что подобные явления высмеиваются в научной среде, но при этом реально существуют практики, использующие воду как носитель смысла и состояния. Тысячи людей по всему миру пьют заговоренную воду и чувствуют результат. В традиционных культурах воду настаивают на молитвах, в нее вдыхают намерения. А святая вода? Сотни лет она используется как инструмент очищения, снятия тяжести, благословения. Это ведь тоже воздействие намерением, только освященное институцией. Так почему одно разрешено как таинство, а другое отвергается как ересь? Почему, если монастырь называет воду священной, это допустимо, а если тот же эффект описывает независимый исследователь, это шарлатанство? Возможно, дело не в сути, а в языке, которым эта суть выражена. Наука требует формул, но жизнь иногда говорит иначе. Через ощущение, через совпадение, через кристалл в капле воды, в который вложено не знание, а внимание. И если ты это видел сам, если чувствовал, как вода отзывается, нужны ли тебе еще объяснения? Возможно, именно так работает связь между разумом и материей. Не через касание, а через настройку. Если вода – это чувствительный носитель, и человек – это ходячая система, на 70% состоящая из воды, то можно предположить, все, что человек чувствует, думает, излучает, встраивается внутрь него. И не только в тело, а в поле, которое он создает. Состояние становится средой, среда становится программой, программа становится реальностью. И вот здесь начинается самое интересное, потому что если все связано, то и каждый человек, по сути, неотделим. Он не просто наблюдает мир, он влияет на него, даже когда просто чувствует. Тело, наполненное водой, это не просто сосуд,
– это приемник и передатчик. Каждая мысль – это волна. Каждое переживание – это резонанс. И когда этот резонанс гармоничен, он начинает настраивать пространство вокруг. Именно так мы вспоминаем свое единство с источником. Не теоретически, а через внутренний отклик. В воде сохраняется не только физическая форма, но и след частот. Поэтому мы имеем дело не просто с жидкостью, а с информационным носителем, который может быть подключен к чему-то большему. Когда в лабораториях закачивали информацию в каплю воды, не было зафиксировано никаких перегрузок. Информация продолжала поступать. И в какой-то момент возник закономерный вопрос. Куда она девается? Ответ, возможно, простой. Она не девается. Она растворяется в поле. Вода может быть медиатором между физическим и нефизическим. И если каждая молекула способна держать не только форму, но и волну, то это уже не просто жидкость. Это ключ к доступу в пространство, где информация не имеет веса, но имеет чистоту. С древнейших времен вода использовалась не просто как стихия, а как канал связи между видимым и невидимым. В шаманских традициях Амазонки, Сибири, Монголии и Анд воду настраивают. Ее не просто пьют, с ней говорят, ее вдыхают, ее используют, чтобы проводить духа через грань миров. Перед ритуалом шаман может долго молчать перед сосудом с водой, будто слушая ее. Потом произнести молитву или шепот. Иногда он плюет в воду, чтобы внедрить намерение, а затем выпивает, как будто возвращает себе ответ. Вода в этих практиках не утилитарная, она – живой посредник. Она впитывает не только вибрации, но и контекст. Она как кристалл, в который записывается история, но только история не событий, а состояния. И в этом древнее знание, что именно твоя настройка делает воду силой. Не заговор, не волшебство, а резонанс. Твоя внутренняя чистота, переданная воде, а потом возвращенная тебе, усиленная. Может показаться, что это эзотерика, но что, если все наоборот? Что, если именно в этих свойствах воды прячется механизм памяти рода, ощущение интуиции и даже совпадения, которые называются судьбой? Вода окружает нас, но, возможно, она еще и запоминает нас. Каждое слово, каждую мысль, каждую частоту, которую мы излучаем, будто эхо, отразившееся в прозрачной глади. И тогда становится ясно. Все, что мы отправляем вовне, не исчезает. Оно вплетается в волну, которая возвращается. Если вода способна запоминать, значит, она способна и отражать. Не просто внешний облик, а внутреннюю настройку. Не то, что видно, а то, что звучит. Каждая мысль – это частота. Каждое состояние – это вибрация. И если тело состоит из воды, то, возможно, каждое внутреннее изменение отзывается в нем, как капля, на гладкой поверхности озера. Именно поэтому так важны не только слова, а тон, с которым они произнесены, смысл, с которым они направлены, внимание, с которым они проживаются. Можно говорить «любовь» и не чувствовать, а можно молчать и наполнять пространство светом. И именно это вода улавливает. Именно это она помнит. Тело не тюрьма. Это инструмент настройки. Каждая клетка, каждая капля внутри способны начать вибрировать иначе, если изменить передающую волну. Не нужно знать, как это работает. Достаточно почувствовать, что это уже происходит. Все в мире связано, не в философском смысле, а буквально. Каждое движение, каждый импульс, каждое намерение оставляют след, даже если кажется, что никто не заметил. Вода это знает, потому что она – часть мира, в котором нет стен между внутренним и внешним, где не бывает ничего, где каждое даже просто
уже действие. Когда ты думаешь, ты уже излучаешь. Когда ты чувствуешь, ты уже формируешь структуру внутри. Когда ты злишься, боишься, надеешься, прощаешь, все это не уходит в пустоту. Все это записывается. В твоем теле, в твоем поле, в пространстве вокруг. Каждый человек, неважно кто он, уже влияет. Даже если он не понимает, даже если ему кажется, что он маленький. И в этом самая большая сила. Потому что это значит, не нужно быть кем-то особенным, чтобы начать менять реальность. Нужно просто начать настраивать себя. Честно, бережно, сознательно. И этот настрой начнет переписывать то, что ты зовешь жизнью.